Ну, это, наверное, с тех еще советских времен народ приучили бояться богатых людей. Вот почему-то все считали, что фермер будет богатый. Он частник, он сразу кровопийца, выжимать последние соки. Добрый день. Меня зовут Василий Новик. Занимаюсь фермерством 16 лет. Ну, что думаешь, мучать тебя? Я по жизни, по образованию, по натуре я крестьянин. И я не стыджусь вот это слово, мне вот это нравится. Только труд облагораживает человека. Очень много зависит от нас самих фермеров. Вот, например, первая волна фермеров была, для них государство дало и технику, и комбайны, трактора, и основная масса, то их распродало, просто перепродало. И здесь надо, ну, наверное, не говорить, что я сделаю, а здесь надо сделать и показать, что я могу. Вот тогда и со стороны государства, если государство увидело, что фермер действительно что-то может, оно должно и паковать того человека, то есть и давать для того, чтобы он расширялся. Вот в этом году у нас появился первый белорусский верблюд. Где-то 17 дней. Разве это не чудо? Вот видите как? Я работал в прекрасной фирме. Это фирма «Консул». Продавалась продукция, забирался скот, его выращивали до определенных кондиций, потом продавали государству. И мне бывший начальник управления Кобринского как-то пригласил меня к себе, говорит, реформирует хозяйство, у тебя есть хорошая крестьянская жилка, давай реализуй фермерское хозяйство. У тебя 2 толковых сына. И все как-то получилось само по себе. И прихожу домой, жене говорю, Лен, я организую фермерское хозяйство. И взял 100 гектаров земли. Она так села, там говорит, и что ты с ними сделаешь? Говорю, ты знаешь, покуда сам не знаю, но что-то сделаю точно. И это, вот так началось мое развитие фермерского хозяйства. Вот жена как раз реагировала с пониманием, потому что она полностью доверяет мне, и мне вот это очень приятно, то, что она в разных ситуациях со мной прошла и сильно меня поддерживала. И я ей благодарен за это. Она не хотела ехать в деревню, а я не хотел ехать в город. Говорю, слушай, дорогая, если ты хочешь, то поехали только со мной в деревню, я тебе постараюсь создать такие условия, чтобы ты жила как в городе. И купили мы 8 телочек, и купили бэушный МТЗ-80 трактор. И когда первая посевная, и я в соседнем хозяйстве попросил помощи, руководитель хозяйства как бы принародно заявил, что ж ты за фермер, что ты не можешь себе купить людского трактора. Я ему сказал, я буду раком лезть, но больше я к тебе никогда не приду. И через 2 года приехал он ко мне, говорит, продай мне сенажа. Было тяжело, были такие моменты, что кажется, ну вот все, уже засуха. Молока нету, молоко упало наполовину. Зерновых, если те года примерно готовили, например, 1200 тонн, а за прошлый год всего лишь 240 тонн. Где его взять? Чем закрыть? А нету зерна, нету молока. А нету молока, там нету денег для того, потому что у нас основные доходы за счет молока, там нечем заплатить кредиты. И вот ты уже мечешься, ищешь другие пути. Это тоже есть свои плюсы. Уже ты находишь, вот мы построили свой магазин в городе, свой цех, начали продавать свою продукцию. Государство подтолкнуло к созданию агроусадьб, так как у нас нету природных ископаемых, тех, которых есть наших соседей. Это со временем будет золотая жила, потому что у нас прекрасная природа. И мы со своей семьей сами создали колхоз. То есть
У нас сначала было 100 гектаров, потом районные власти посмотрели, что у нас получается, добавили 300. Сегодняшний день у нас 1760 гектаров земли и с 8 телочек по 300 килограмм. На сегодняшний день мы имеем 400 голов крупного, из них 150 дойных коров, 700 голов овечек породы Суфолк. Они заработанные с этих денег, то есть надоели молока, вырастили зерно, продали, купили. Здесь не надо рушить резко колхозы, но если колхоз банкрот, то не надо его тянуть. Иногда моя жена спрашивает: слушай, Вася, когда у нас будут свободные деньги? Когда мы сможем так жить? Я говорю: Леночка, они тебе надо, эти деньги. Зайди на ферму, обними корову, вот это гроши. Если тебе срочно надо, продай любую корову, продай. А так, давай потихонечку будем жить, расширяться, а там время покажет. Вот практически мы шли к этой цели, получается, 16 лет. Мы своих людей принципиально кормим той продукцией, что мы сами производим. А мы сами производим масло, сыр, колбасы, рулеты, паштеты, хлеб черный печем, чаи собственного производства, рыба своя, свекла, морковка, картофель, яблоко, голубика, земляника, все свое. Масштабы не пугают, а даже стоит вопрос: расширяться надо. Потому что уже моих 2 сына, они созрели для того, чтобы уже иметь свое хозяйство. То есть, вот, например, даже в прошлом году я своего сына отделил. Я им предложил так: организовывайте отдельную фирму, отдельный счет, вы берете в аренду магазин, цех, новую машину для подвозки, все оборудование, которое в магазине, в цеху, и плюс работающую точку. То есть, что заработаете, то ваше. Я туда, оттуда не хочу ни копейки. Пока так. А там, если вдруг понадобится, я вас попрошу. Но покуда нарабатывайте самостоятельные шаги вы сами. Очень много сил и энергии преподал мой внук, которому всего лишь 3 года. И если я заезжаю к нему и говорю: Васька, поедем со мною покататься на тракторе, он с удовольствием кидает любые свои игрушки. И я вижу, что в его нету зависимости от того компьютера. Он в 3 годика уже берет с тобой и делает все, что ему показываешь, он перехватывает. Вот это должно быть преемственность. И если он, почему те капиталисты богатые, или наши деды и прадеды были, потому что с поколения в поколение дед передавал сыну, внуку, правнуку, каждый клочок земли давал свою отдачу, и не меняла стратегия. Может быть, мои дети, если они подхватят тот флаг, который я несу, и продолжат его, на страже будет стоять мой внук, который скажет: я тоже хочу вот этим делом заниматься. Вот тогда я спокойно могу уйти в мир иной, но сказать, это уже действительно есть определенное имя. Фермеру, это раньше было фермер как ругательное слово, а сейчас уже фермер – это уже человек. Так что я думаю, что психология людей поменялась. Если хотя бы один человечек на моем опыте позитивном или получит и станет фермером, я этому буду рад. И любому, кто захочет, я ему честно расскажу, какие ошибки я допускал, и постараюсь подсказать, чтобы он их не делал. Я вам скажу, что фермер может прокормить свою семью, чтобы было хлеб и хороший кусок масла сверху, ездить на комфортной машине, удобной, хорошей машине, кормить своих знакомых и близких той продукцией, которую он производит. За фермером будущее. Неважно, как они будут называться, проще сказать, за хозяином.